выпустить дубликат денег, по сути, ассигнации, медные деньги. Вот с точки зрения финансовой все очень правильно было сделано. Но потом еще вы не поверите, но все-таки были выборы в Польше. И Алексей Михайлович вместе с сыном участвовали в этих выборах. Англичанин продай русским. Англичанин англичанину нельзя. Ну и там масса других мелочей было забавных. Например, запрещалось разгружать торговые суда по ночам. По ночам хорошие дела не делаются. Таможня спит. Историки посчитали, что мы двигались на восток в нечеловеческих совершенно природных условиях. А дальше не буду вам читать. Царь вообще был милостив. Он часто ходил по тюрьмам сам, беседовал с заключенными, кого-то прощал, за кого-то платил долги. Дорогие друзья, любители русской истории, сейчас стала активно развиваться еще и платформа Рутюба. Мы решили на Рутюбе просто открыть отдельный канал, который так и будет называться «Рассказы из русской истории». На этом канале будут размещены все старые лекции, их уже больше сотни, и новые рассказы из русской истории. На этом канале будет выходить и специальный курс, который называется «Собиратели земли русской». Это наша амбициозная попытка в 15 лекциях рассказать, как из крошечной точки на карте появилась самая большая и самая прекрасная страна на планете. Смотрите Рутюб, ВК, по-прежнему YouTube и все другие носители лектория Достоевского и специальный канал «Рассказы из русской истории». Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем разговор царствования Алексея Михайловича Тишайшего. И остановились в прошлый раз на том, как вот-вот после серии успешных царских походов московский царь объединит под своей державою Великую, Малую и Белую Русь, а заодно и всю Литву с окрестностями, а еще вернет Прибалтийское побережье, а еще и станет королем польским. Все это в ближайшей перспективе. И сбудется вековая мечта всех русских правителей собрать воедино православную землю и даже немного окрестности. Ну и католических поляков все-таки тоже братья. Но ничего из этого не получилось. Не рассчитали силы, не смогли остановиться вовремя. С поляками замирились временно. Богдан Хмельницкий, правда, написал: «С ляхами мириться нельзя, они коварны, обманут». Но мы думали, что мы перехитрим. Не перехитрили. Польша собралась силами, договорилась о союзе с крымским ханом, который тут же ударил в тыл. Начался разброд шатания среди казаков. Не все были верны присяге, данной на Переяславской Раде. И Польша разорвала перемирие. О войне со Швецией череда успешных побед сменилась то победами, то поражениями. А потом пришлось оставить даже те территории, которые мы заняли, современную Литву и Латвию. Пришлось отступить, а потом заключить со шведами перемирие, потому что не было сил воевать на 3 фронта сразу с возрождающейся Польшей. Польша после потопа неожиданно расправила плечи с казацкими изменниками, крымчаками и еще и со шведской армией. Никто не ожидал войны сразу на 3, почти 4 фронта. Самое главное другое. Экономика России той поры не выдерживала такой длительной войны на истощение. Война шла уже более 10 лет. За это время чего только у нас не было. Началось все с чумы. Вскоре после начала войны чума обрушилась на Москву и крупные города. Говорят, завезли ее из Литвы, но неважно, откуда завезли. Это была самая тяжелая эпидемия в истории Руси. Половина населения Москвы вымерла. Сейчас об этом почти не вспоминают. Москва тогда один из 2 самых больших городов в Европе. 300 тысяч населения. Равна Парижу. Лондон, Венеция – это все помельче.
половина вымерло население. На некоторых дворах и в монастырях, там, где поголовный строгий учет, и документы сохранились, двор боярина такого-то. 90% умерших дворовых. Монастырь такой. 8 из 10 монахов умерло. Жуть. Чума, естественно, не только в Москве, но и в других городах. Более всего опасались чумы в армии. Служилым надо платить деньги, и полкам нового строя, про который я вам рассказывал в прошлой лекции, да и стрельцам. Оплатить деньги чем? А казна в Москве. Тут, правда, Алексей Михайлович придумал замечательную историю с настоящим отмыванием денег. Серебряную казну привезли из Москвы в мешках. Мешки сожгли, а серебряные монеты долго вымачивали в мыльном растворе, в щелочном, потом в обычном водяном, потом сушили, потом роздали стрельцам и служилым. Отмытого серебра никто, слава богу, не заразился. Огромные финансовые проблемы. Денег нет вообще. Правительству Алексея Михайловича приходит в голову вторая по яркости идея после налога на соль. В условиях отсутствия серебра, кстати, серебра-то в России не было, все серебро было импортное. Выпустить дубликат денег, по сути, ассигнации. Медные деньги, приравняв их в номинале к серебряным. Идея классная. Вот с точки зрения финансовой, все очень правильно было сделано. В принципе, и с солью идея была неплохая. Вопрос, что хотели как лучше, получилось как всегда. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Что тут началось с медными деньгами? Опять же, расскажу об этом отдельно. Фальшивомонетчики, злоупотребление, безудержная эмиссия. Тогда понятие инфляции не очень понимали. Вскоре медные деньги в Москве стали меняться на серебряные в пропорции 1 к 15. Представьте себе, настоящие деньги и не настоящие, и те, и другие с клеймом. Обязательно их приемки. Так кто же будет заметить что-то продавать? Сам продавай. Тем более налоги собираются только серебром. В общем, медный бунт, мятежи по крупным городам, неуспокоение, вообще нет денег ни на что. В конце концов заключается так называемое Андрусовское перемирие между Москвой и Речью Посполитой сроком на 13,5 лет. Тут я сделаю важную оговорку. Помните, я вам рассказывал про неудачную осаду Риги? Она неудачная с точки зрения, что мы Ригу не взяли. Рига была очень сильной крепостью, она отлично снабжалась с моря. Не надо считать наших предков дураками. Мы не полезли в войну со Швецией, пока не получили 2 европейских союзников. Данию, сильную державу по тем временам, с отличным флотом военным, и Австрию, точнее говоря, Священную Римскую империю. Пока эти 2 союзника не подписали, что будут против шведов вместе с нами, мы в эту войну со шведами не полезли. Мы осадили Ригу и думали, что датчане перекроют все водные подвозы. И Рига без продуктов, без пороха, без снабжения, без пополнения сама сдастся. Но датчане этого не сделали там в силу 1000 причин, а потом вовсе вышли из войны. И в условиях, когда Рига снабжалась, а у нас распутится, и тащить припасы от Москвы дело далекое, мы отступили. Не надо рассматривать это как поражение. Царь еще был очень доволен, что он шведов напугал, а войско сберег. Очень интересно, как он пишет своим боярам и воеводам. Вот одному из них тоже, сделавшему вынужденное отступление, понимаете, это не Сталин 41 год, ни шагу назад, мы расстреляем, как Павлова. Он пишет письмо: «И слава Богу, что ты вовремя отступил, людей моих сберег». Совершенно другая логика. Заключая Андрусовское перемирие, уже здесь наше правительство действует по принципу возможного. Да, мы получили гораздо меньше, чем могли бы, если бы сговорились со шведами. Но мы не могли сговориться со шведами, бросив на произвол православный народ белоруссов и в Литве. Поэтому мы получили то, что могли. Но прибыток был все равно знатный. Когда я читаю о неудачных войнах Алексея Михайловича, у некоторых наших, так сказать, историков, да, вы на карту посмотрите. Мы вернули в результате этой 13-летней войны Смоленск с областью, уже навсегда в состав России, Чернигов со всеми землями, все северские земли, это Сумская область, часть Черниговской, Стародуб, современная Брянская область, а также всю левобережную Украину, всю целиком, и город Киев. Мы не смогли только удержать в силу раскола среди запорожцев правобережную часть земель войска запорожского, но вся левобережная современная Украина отошла к Москве. Киев мы как бы взяли на время. Еще было написано 2 года. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Мы Киев не отдали. Более того, уже Василий Голицын, тот самый знаменитый глава посольского приказа и фаворит царевны Софьи,
дочери нашего героя Алексея Михайловича, будет вести переговоры с поляками, очень успешные. Это образец дипломатического искусства, как он торговался с поляками. Ну, просто образец. Это шоу было одного актера. То он выйдет из палат и бросит шапку озимь, то поляки выйдут, то потом они уехали. Мы не будем с русскими подписывать мир. Уехали, а за ними гонец «возвращайтесь», договоримся. Это были переговоры Голицына. Но он в итоге сговорился, что Киев останется за Россией. При этом будет заплачен, выкуп, по сути дела, Киева, компенсация в размере 146 тысяч рублей серебром, при том, что стартовая цена была 1 миллион за Киев. Торговался, называется. Можете посчитать со скидкой 80%. Я обращаю ваше внимание, что мы купили Киев и никому с тех пор не продавали. Киев остался за нами. Так что это была очень тяжелая, но очень успешная война. Мы не решили задачу максимум, который ставил Никон и молодой царь Алексей. Но то, что мы получили, никак нельзя назвать минимумом. Кстати, сразу обращаю внимание, что возвращенные территории, которые мы называем, и я сейчас их называл много раз, нам понятнее так, левобережная Украина, тогда никто так не называл. Эти земли назывались Малой Русью. И именно так они фигурировали во всех юридических документах. И специально созданный приказ министерства по управлению новыми территориями, как бы сейчас сказали, назывался «Приказ Малой России». Малороссийский приказ. Но потом еще вы не поверите, но все-таки были выборы в Польше. Выборы короля спустя несколько лет после окончания войны. И Алексей Михайлович вместе с сыном участвовали в этих выборах, с сыном Федором. Как несложно догадаться, выборы проиграли. Избрали магната Вишневецкого польским королем. Мне это напоминает очень сильно 1946, 1947, 1948 и так далее года 20 века, послевоенное устройство Европы. Кто помнит? Напоминаю, были страны Европы, где стояли наши войска, а были страны Европы, где стояли войска союзников. И там проходили демократические выборы. Но как-то так получилось, что в Италии, где партия номер 1 были коммунисты вообще без всяких разговоров, они попали в правительство и даже сформировали самую большую фракцию в парламенте. Чуть-чуть не добрались, чтобы возглавить правительство. Чуть-чуть не добрались, чтобы прийти к власти через выборы. И так постепенно, влияние их упало в присутствии американских войск и наблюдателей. То же самое произошло во Франции. А в Греции, где вообще Компартия была сила номер 0, даже, а не номер 1, там даже началась из-за этого гражданская война. Коммунисты не согласились с тем, что им накрутили поражение на выборах современным языком. А вот в странах, где наши стояли войска, везде победили либо коммунисты, либо самые левые, которых потом сменили коммунисты. Мораль. Демократия – это наше все. Народ решает. Всегда народ решает, кто будет им править, особенно поглядывая на расположенных рядом военнослужащих. Так вот, наши ушли из Польши и Литвы, и царь проиграл выборы. Так случилось. Но поскольку я упомянул малороссийский приказ, очень коротко расскажу о внутренней политике, о формировании при Алексее Михайловиче приказной системы, собственно, системы управления страной. Приказы это были и раньше, но после смуты все это было так зыбко. При Алексее Михайловиче прямо развернулась бюрократия. Приказов, то есть этих протоминистерств, было почти 40. Были они отраслевые, как министерство сейчас. Например, организация, учет служилых людей – это разрядный приказ. Далее, сыск преступников, суд – это разбойный приказ. Министерство транспорта, почта, транзиты, перевозки, ямской приказ. Финансами ведало сразу несколько приказов. Большого прихода, так и назывался. Малого прихода не было, только большой. Новая четверть и приказ большой казны. Это все Минфин, бог знает, как они там делили полномочия. Были территориальные приказы, управляющие территориями. Казанский, Сибирский. Вот появился малороссийский. Были приказы, ведущие хозяйствами крупными. У нас управ делами президента, а тогда называлось приказ Большого дворца. Церковь не была отделена от государства, находилась в симфонии с государством, поэтому отдельный приказ патриарши, который занимается всеми
хозяйственными, ведения церковными. Самый таинственный и страшный приказ по названию был создан Алексеем Михайловичем лично, очень небольшой приказ тайных дел. Но вы не пугайтесь, не был пыточный застенок. Это была довольно своеобразная личная канцелярия, у которой было две функции главных. Первое, главное контрольное управление президента у нас называется. Приказ тайных дел контролировал другие приказы. И как выполняются указания царя, протоколы, решения, распоряжения. Помните, я говорил вам, как он ночью перепроверял, все ли его поручения дьяки правильно выполняют, читал докладные. Видимо, на каком-то этапе ему надоело этим заниматься в одиночку, поэтому он создал секретариат, который занимался контролем за другими дьяками. А вторая функция приказа тайных дел – заниматься всеми делами государя, которые он не знает, кому поручить. Поэтому приказ тайных дел занимался закупкой соколов, вообще контролем за сокольничьим хозяйством, закупкой голубей. Очень интересная была закупка попугаев, а также попытка через приказ тайных дел найти учителей для попугаев за границей, которые научат их говорить по-русски. Потом царь еще был собачник, поэтому за дворцовую псарню царскую тоже отвечал приказ тайных дел. Когда не было поста, Алексей Михайлович мог немножко и принять, но никогда не пьянствовал, а любил сладкие наливки, для чего был построен ликерный заводик. Этим занимался приказ тайных дел. А также другими серьезными делами. Например, этот же приказ занимался модернизацией артиллерии. Потому что артиллерией царь очень увлекался. В этих приказах служили дьяки и подьячие. Ну, дьяк, понятно, это начальник, это министр. А подьячие – это разные категории чиновников. Подьячие бывали старшие, средние подьячие и младшие. Вот три категории. Получали жалование разное. Я прочитал в одном источнике, не могу перепроверить, не успел, что жалование очень сильно отличалось от рубля до 65 рублев, в зависимости от должности, которую занимал младший либо старший подьячий. Колоссальный разброс в зарплате, но, видимо, младшие работали почти на общественных началах. Старшим платили больше, чтобы поменьше было, как известно, мздоимства и прочих исконных бед нашей, да, в общем-то, любой бюрократии. Не надо, конечно, идеализировать приказную систему. Все проблемы с подношениями и прочим барашками были всегда во всех бюрократических системах всех стран. И приказная система Алексея Михайловича совершенно не исключение. Из книжки в книжку ходит известный анекдот из рассказа Патрика Гордона, того самого петровского генерала знаменитого. Патрик Гордон, шотландец, приехал к нам на службу в молодости, еще при Алексее Михайловиче. Храбро воевал и спустя какое-то время решил, что пора уже получить ему за долгий период и жалование. Но жалование ему не давали. Сколько там по контракту написано? Он раз, два, три сунулся, не платит. Он пожаловался на какого-то подьячего, не платят. Он пошел к главному боярину. Говорит, что вообще это такое? Говорит, а я давал поручение. Поручение давал, денег нет. Как рассказывают, этот боярин зашел в приказ, схватил дьяка за бороду и кричал, я тебя, значит, плетьми. И еще раз вот этот вот храбрый офицер пожалуется. Дьяк рыдал, обещал исправиться, все выплатить сполна, говорил, бумаги потеряли, подьячие, бестолковые все, аппарат работает плохо, боярин, я не виноват. Боярин ушел, денег не заплатили. Потом кто-то объяснил Гордону, что так не работает. Вот этими жалобами ты только против себя настропаляешь людей. И Гордон у себя в московском доме пригласил на ужин и того самого дьяка, которого таскали за бороду. Хотел сказать несчастного, никакой не несчастный. И подьячих. И всем им налил, и кормил, и рассказами их забавлял. А уходя подарил дьяку 2 соболиных шкурки, а подьячим по 1 соболиной шкурке. И с этого момента он был лучшим другом в этом иноземном приказе, и все его вопросы сразу решались. И ему, и другим офицерам, и солдатам никогда ничего не задерживалось. Но отношения должен был продолжать поддерживать. Так Патрик Гордон стал настоящим москвичом. Чиновников было мало. В конце века, уже при детях Алексея Михайловича, писали, что чиновников развелось несчитанное количество. Один вспоминал из современников, зашел в приказ, а там молодых подьячек так много, что, кавычки, «де и сидеть им негде, стоя пишут». Столов не хватает. Всего этих дьяков-подьячих на всю страну было в конце века 5000. Это много по русским меркам, потому что в начале века было всего 500 во всех приказах. Ну что такое 5000 чиновников на огромную страну? Для понимания, во Франции, которая, в общем-то, поменьше, королевских чиновников насчитывалось в это же время
46 тысяч. В 10 раз больше. Так что удивительно, как наши подьячие еще справлялись не безвозмездно широким кругом обязанностей. А на самом деле это о чем говорит? О том, что было широкое самоуправление. И очень много вопросов решалось не в приказах, а на местах. Купцами. Гильдии тогда еще не было, гильдии вел Петр. Но советами купцов, предпринимателям, бизнес-сообществу, а также местным людям просто перепоручались многие функции. Например, функция арбитража, все коммерческие споры. Воеводы этим не занимались. Это все было передано купцам, разбирайтесь сами между собой. Вот соберите советы самых уважаемых людей и ваши арбитражные вопросы решайте. У нас на это времени нет. Если не решите, в крайнем случае тогда уже этим займется власть. Политика Алексея Михайловича в части экономики может быть охарактеризована одним очень простым предложением. Всемерная защита отечественного производителя. Это была очень протекционистская политика. Началось все с того, что при молодом совсем царе были лишены всех льгот и пошлин самые ушлые, самые оборотистые и самые вот прямо как сыр в масле чувствовавшие себя в России купцы. Какие со времен Ивана Грозного? Английские. У нас были хорошие отношения с Англией, потому что английское купечество не облагалось налогами, имело огромное количество льгот. Но под предлогом того, что у них совершилась английская буржуазная революция, они тогда еще не знали, что это буржуазная революция, тогда мы знали, что убили короля, казнили, убили нашего Карлуса, как писали. И из-за этого у англичан привилегии отобрали. Правительство Кромвеля пыталось как-то восстановить, писали письма, посольства, отвечали наши уклончиво, что сейчас у нас идет страда военная, денег не хватает, но обязательно в будущем мы вашего господаря английского, называли его так путанно и не очень уважительно, Кромвеля, не какой он там лорд-протектор, господаря английского, шотландского, мы обязательно, поразмыслив, со временем решим. Но на самом деле Алексей Михайлович вел в этом отношении довольно осмысленную внешнюю политику, потому что, вы не поверите, но Карл II находился в эмиграции, наследник, во Франции, после казни короля. Там ему еще мушкетеры помогали, помните? Викон де Брожелон. Но это они помогали в романе, а Алексей Михайлович помогал не на словах, а на деле, отправив туда 15 тысяч соболиными шкурками и еще сколько-то тысяч зерном, все в фонд поддержки Карла II. Как бы в долг, но тем не менее. Когда произошла в Англии реставрация, и Карл II обрел престол английский, расплатился с долгами, деньги вернул, но тут же попросил восстановить льготы торговые. Но льготы мы больше англичанам не отдали. Сказали, что война, тяжело, как-нибудь потом. Ровно с этого момента и в целом политические отношения России и Британии дали трещину, которая вот по сей день никак у нас не зарастет. Вот как раз тогда. А до этого была просто дружба навеки вечные. Кстати сказать, сейчас есть профессиональный праздник, День таможенника. У истоков его стоит Алексей Михайлович. Потому что праздник этот установлен в честь указа 1653 года о введении торгового устава или таможенной уставной грамоты. Устанавливались четкие таможенные платежи для русских купцов и для иностранных. По нынешним меркам, честно скажу, смехотворные платежи совсем. За что-то 5% пошлина, за что-то 2%, не поверите, 1,5% пошлина. На круг там что-то выходило, но налоги, которые платит современный бизнес, и мы с вами, они бы современников Алексея Михайловича просто ввели бы в ступор. Они просто не понимали бы, как можно платить НДС. Или как в Европе сейчас 50% подоходный налог. Тогда пятая деньга была самым большим чрезвычайным налогом, 20%. Только во время войны собирали, и то с самых богатых купцов. Первой сотни, с гостей. Пятую деньгу выше представить себе было невозможно. Имейте это просто в виду. Спустя несколько лет, в 1667 году, приняли еще один новоторговый устав, где еще жестче защищали, опять же, отечественного производителя и отечественного торговца. Всячески препятствовали тому, чтобы иностранцы проникали своей торговлей внутрь территории России. Их поощряли к тому, чтобы они прямо в пограничном городе, в порту, в Архангельске, в Новгороде, в Пскове свой товар сбывали русским купцам, а дальше мы уже торговали сами. Хочешь поехать внутрь России торговать на Макарьевскую ярмарку или на Нижегородскую, плати дополнительную пошлину. Это делало торговлю для иностранца невыгодной. Если у тебя иностранный купец уже в Москве имеет гостиный двор, ты не можешь ему продать. А то, мало ли, там этническая мафия торговая будет. Нет. Англичанин продай русским.
Англичанину нельзя. Ну и там масса других мелочей было забавных. Например, запрещалось разгружать торговые суда по ночам. По ночам хорошие дела не делаются. Таможня спит. Таможня не дает добро. Только днем разгружать. Ну или, например, вообще невиданная вещь и по сей день категорический запрет сбыта любого иноземного товара без печати клейма производителя. То есть никакой Made in China не проходило. Клеймо конкретного производителя тогда, пожалуйста, продавайте. Многие вещи так перекликаются из уставов 17 века, торговых, и современной жизни, что думаешь, и люди не меняются последние пару тысяч лет точно совсем. Меняются только модели айфонов, как я всегда говорю. А люди те же самые. Например, обязательность продажи валютной выручки. Знакомо звучит? Тем, кто близок к экономике и финансам. По новоторговому уставу русские купцы были обязаны сдавать золото и ефимки, ефимки – это серебряные талеры, доллары, полученные от иноземцев в казну, а взамен менять на отечественные серебряные деньги. Ну, там, видимо, какая-то была игра у казны. С курсом, с весом, ну, 100% бюджет на этом зарабатывал, на конвертации. Все иностранные деньги, валюту сдайте, а мы вам дадим наши. Вы не поверите, но эти таможенные торговые правила действовали 100 лет без изменений. Серьезные изменения претерпели только при Екатерине II. Добротно писали законы. Можете себе представить, чтобы сегодня хоть какое-то экономическое регуляторное правило действовало 100 лет. Появились первые мануфактуры, немного их было по сравнению потом с Петром, но оружейные заводы в Туле тогда строятся. Закупать ружья за границей – дело накладное. Стали делать сами. Ярмарки все больше, больше и больше. Я не буду вам рассказывать подробно про купцов, как они делились, чем отличаются гости от гостиной сотни или от суконной сотни. Кому интересно, посмотрите, это все весьма и весьма поучительно. Главное понимать, что очень многие и коммерческие, и таможенные, и даже налоговые вопросы государство полностью на доверие, на праве сбора и отчетности, и ответственности делегировало бизнесу. Просто имущим, ответственным гражданам, которым есть чем ответить за обязательства. Поэтому так мало было чиновников, в 10 раз меньше, чем во Франции. Мне кажется, это как раз та история, когда никогда не поздно чему-то научиться у наших предков. Умению, как Алексей Михайлович делегировал полномочия указом, уезжая на охоту царские, уж тем более в поход, так и делегировать права и обязанности общественным объединениям, бизнесу, но строго с них спрашивать за это. Если налоги не собрал купец, в подотчетной ему слободе, в подотчетном ему городе своими деньгами доплачиваешь до установленного минимума, это твои проблемы. А если какое-то срочное дело, война и прочее, то казна тебя тут же нагрузит, будешь строить корабли за свой счет, потом когда-нибудь отдадим. Дело срочное. У тебя же есть привилегии? Есть. И у каждой из категорий купцов были свои привилегии, вплоть до самых забавных. Например, малому бизнесу разрешалось без наказания держать свои маленькие винокурни, самогонные заводики для себя. Ну, мелочь, а приятно. Привилегия. Еще интересно, во время Алексея Михайловича главная статья российского экспорта – меха. Постепенно теряет свое значение, Европа меньше покупает мехов, а точнее говоря, Россия начинает больше экспортировать другого товара. Тогда самым популярным русским товаром становится оборудование для кораблестроения, то есть лес, лен, парусина, пенька для канатов, смола. То, без чего нельзя сделать ни один океанский корабль. Эта товарная категория растет, а меха падают до 10% экспорта. Ну и растет экспорт зерна. Потом, вплоть до эры нефти, это будет главная экспортная статья русского государства. Я не буду рассказывать про расширение земель при Алексее Михайловиче, потому что у меня есть отдельный цикл лекций, вы знаете, небольшой, собирание земель русских, там я говорю об этом подробнее. Именно во время Алексея Михайловича земли наши расширяются, причем необъятно, не столько на запад, о превращениях на западе я вам рассказал, сколько на восток. При нем наши первопроходцы доходят до Чукотки, Берингового пролива, Дежнев, сотоварищи и Тихого океана. При Алексее Михайловиче же начинается освоение и Дальнего Востока, и Преамурье, вот Албазин основан. Тут мы сталкиваемся уже с Китаем,
А вот это все необъятные просторы. На юге калмыки наши подданные, включая территорию севера современного Казахстана. Все эти приращения в результате русско-польско-шведских войн, о котором я вам рассказывал в самом начале этой лекции. Множество строится городов. Всего, считается, построено было при отце и при Алексее 45 городов на востоке, в Сибири. Многие из которых у нас на слуху. Тюмень, и Томск, Иркутск, Сургут, Березов, Тара, Нарым, Туруханск, Енисейск, Красноярск. Это все города Алексея Михайловича. Столицей Сибири по-прежнему остается Тобольск. А у нас получается такая уникальная страна, наверное, единственная в Европе, у которой граница определена только с одной стороны. Западные границы не описаны до деревни в межгосударственных договорах. А там, где восточная граница, мы сами толком не знаем, где страна у нас заканчивается. И в Казе границу определяют по острогам. То, что налево от острога по-простому, это уже наше. А направо еще надо разбираться. Специфика русской колонизации заключается в том, что Россия – это не страна, которая колонизирует. Россия – это страна, которая колонизируется. При том, что темпы движения колоссальные. Историки посчитали, что мы двигались на восток в нечеловеческих совершенно природных условиях. Тайга, тундра, реки широченные, зима, холода, вечная мерзлота. Но мы двигались на восток с большей скоростью, чем американские пионеры потом будут двигаться на запад, из Новой Англии к побережью Тихого океана. Это поразительный подвиг нашего народа. И при всем при этом никого не вырезали, никаких резерваций. Конфликты были местами, на Чукотке, например. Народы малые процветают. Я недавно бывал в одном известном субъекте федерации, названном по имени Малого народа, где он считается коренным. Вы не поверите, знаете, какая главная проблема там местных властей? Малый народ перестал быть малым народом. Много стал. Проблема. Потому что если потеряет статус малого народа, то теряется огромное количество льгот, дотаций, преференций. Поэтому смотрят так на этого малого симпатичного мальчишку, чернявенького, с узким разрезом глаз, и говорят: дай, парень, запишем тебя в русские. Вот. А то слишком наших много тут. Поэтому все малые народы сохранились. У нас нет исчезнувших народов в результате русского движения на восток. Иногда с интересом читаешь какие-то хроники исторические. В одной из них ссылаются на письма шляхтича одного польского, так, чтобы мы понимали нравы того времени. Польский шляхтич попал в плен в начале войны, злобно воевал против войск Алексея Михайловича, поэтому его не отпустили, в Сибирь отправили. И там, в Сибирь, он вступил в казаки. Уже война закончилась давно. Он где-то там далеко-далеко за Уралом. Ему говорят: все, уже возвращайся, уже все. Мир, обратно. А он пишет слезные письма в соответствующий приказ: не хочу возвращаться. Оставьте. Здесь он большой человек. Тут у него соболя, девушки красивые, большой начальник. Он там стал какой-то сотник казахский. Что я в этой Польше нищей буду делать? Я уже забыл, что я шляхтич. Все нормально у меня здесь. Так что колонизация Сибири, если это можно назвать словом колонизация, была совершенно особой. И, наверное, ждет еще многих своих и писателей, и режиссеров, кинематографистов. Кстати, по поводу иноземцев и вообще иноземного влияния. Алексей Михайлович был открыт к иноземному влиянию на самом деле. Но так, осторожно. Например, один иноземный врач в аптекарском приказе, в основном-то иностранцы были. И вот он вспоминал, что как-то царь поинтересовался у него, откуда иноземцы так подробно знают строение скелета, мышечный корсет. Ну, как это? Трупы вскрываем, изучаем, альбомы. Алексей Михайлович схватился за сердце. Какой ужас, говорит. Прямо живого человека режьте. Говорит: ничего, мертвого. Кошмар. В моем государстве такого богопротивного дела никогда не будет. Никогда. Ну ничего, прошло время, как знаем, сын его Петр уже предпочитал анатомический театр настоящему театру сам. Так что времена меняются. Но вот, например, в каких-то других вопросах практических, реформирования армии, тут Алексей Михайлович был совершеннейшим сторонником современных подходов, большим адептом, как бы сейчас сказали, западной тактики ведения войны, потому что понимал, что это
эффективно, это работает. Вот это старое войско постепенно сходило на нет. Вот они, стрельцы. Тут захватили мы немного реквизита, поэтому, чтобы не простаивал зазря, вам расскажу. Это стрелецкий кафтан, классический. Вот с такими вот, как у красноармейцев. Похоже, да? Когда-то он был красного сукна. Не все стрельцы были в красных кафтанах, только отдельные полки. Это не как в кино, не думайте. Я вам тут покажу табличку. Это таблица обмундирования разных стрелецких полков. Вы не поверите, но по цвету кафтана самого, подбоя, под кафтаном здесь его просто нету, а был еще подбой особого цвета. Далее петлиц, вот этих всех, воротника, шапки. Оторочена она могла быть любым мехом. Ну, у простых стрельцов попроще, каким-нибудь бобрином, полковников, наверное, с соболями. И также цвета сапог. Это все давало уникальную комбинацию, как выглядел тот или иной полк. Даже сапоги были разного цвета. Желтые, красные, зеленые. Ну, а по кафтанам-то вообще. Основные цвета красный, синий, зеленый, желтый. Но были еще малиновые, вишневые, лазоревые, песочные, лимонные. И вообще, если почитать названия цветов стрелецких кафтанов, то понимаешь, как обеднел русский язык. Там такие интересные цвета, сразу и не сообразишь, что это такое. Но это кафтан, в котором служили в Москве, службу несли караульную, либо парадные. Естественно, когда шли на войну, был простой серого цвета, серого либо черного такой, сермяжный, домотканного сукна. Из интересного. Стрельцы – это как бы аналог мушкетера, понимаем, да? Пищаль, мушкет. Здесь пищали нету, здесь вот есть довольно упрощенная реконструкция бердыша на длинном древке стрелецкого топора, который носили не так, конечно, а на ремне за спиной. Он тяжелый и неудобный. И стрелецкая шпага, не сабля. Это шпага, как у мушкетеров. Часть стрельцов была вооружена саблями, но были тысячи и тысячи закупались для стрельцов шпаг. Так что вполне себе они могли пофехтовать с каким-нибудь Атосом. Самый элитный приказ стрелецкий полк стременной, он несел службу внутри бульварного кольца. А у патриарха был свой патриарший стрелецкий полк. Выглядел весьма особо. Патриарший стрелец, а был еще патриарший огненник. Это я сейчас расскажу. Так вот, патриарший стрелец, патриарший полк – это гвардейцы и кардиналы. А стременной полк – это мушкетеры короля. Были ли между ними конфликты какие-то, поскольку служили они бок о бок? Мы не знаем. Просто у нас Дюма не было своего, который бы что-нибудь интересное придумал. Знаете, сколько можно вокруг этого придумать, а? При том, что форма-то у нас какая, а? Что у одних, что у других. А вот этот патриарший огненник рядом, это еще одно военно-полицейское подразделение, ну что-то типа церковной инквизиции, служба собственной безопасности патриарха. Они занимались борьбой с ведьмами, ересью, чернокнижниками. Во время раскола старообрядцев искали, изымали неправильные книги, иконы. В общем, это такая тайная патриаршая полиция. Очень строгая. Старомосковская армия стрелецкая отходит на нет, а полков нового строя становится все больше, больше и больше. И там и наземные офицеры. А когда возникает идея построить большой европейского типа многопушечный корабль для охраны наших торговых караванов, которые идут по Волге в Каспий и дальше в Персию. Там пираты на Каспии на самом деле. Не говоря уже про наших, там могут уже побезобразничать разбойники. Стенька Разин там же не просто так. То строят корабль голландцы, это валютный заказ, голландские кораблестроители, голландские моряки. К сожалению, судьба нашего первого корабля, построенного при Алексее Михайловиче «Орел», печально. Если интересно, как-нибудь расскажу, можете сами поинтересоваться. Но именно на этом корабле впервые появляется что? Триколор российский. Кстати сказать, мы не знаем, какая была очередность цветов, белый, синий, красный, или как-то по-другому. По документам известно, что было куплено атласной шелковой материи. Белый отрез, синий отрез и красный отрез для изготовления морского флага на корабле «Орел». А как они его комбинировали, может, вообще не полосы были, а квадратики. Этого мы не знаем.
Давайте вернемся к характеру Алексея Михайловича. Все отмечали, что он человек спокойный. Распорядок дня, помните, какой у него был? Неспешный. Все по порядку. Никуда не бежал. В отличие от сына своего, не холерик. Но мог вспылить. Очень вспыльчивый человек. Заводился в полоборота. Мог накричать по щекам боярина какого-то провинившегося, прямо в Боярской думе отхлестать. А мог кого-то за бороду и пинком выгнать из палаты, из зала заседания Государственной Думы. Такие случаи тоже бывали. Даже на патриарха голос повышал, на Никона. Стольники его, царские, постоянно опаздывали на смотр в Кремле, построение. Так вот, распорядился, что все, опоздавших хватать и прямо бросать в пруд в одежде, чтобы неповадно было. Но вопрос в чем? Вспыльчивый, но отходчивый. Он человек добрый, православный. Поэтому кого отхлещет, потом перед тем подарки пошлет ему. И все это знают. Извинится на следующем заседании, посадит даже, может быть, к себе чуть поближе. На обед пригласит. Стольников, которых в пруд кидал, потом расстраивался и говорил, ну, вынимайте его из пруда, подсушите и ко мне на царский обед. Знаете, стольник какой-то, капитан ФСО, а его на обед за стол к царю. Так потом царь даже сетовал, что некоторые стали после этого нароком опаздывать. Знали это. О силе и образности царского гнева говорит более всего, мне нравится один документ, сохранившийся. Грозное письмо царя ничтожному по царским масштабам человеку, монаху Саво-Сторожевского монастыря. Этот монастырь в Звенигороде царь очень любил, часто его посещал, монахов знал. И знал он там некого казначея монастырского, даже не настоятель, казначей, по имени Никита. И вот этот казначей Никита, не знаю уж, что на него нашло, но набросился на стрельцов, которые были посланы царем на постой туда, может быть, охранять казну, может, еще что-то делать. Ругал их матерными словами, а одного стрельца побил посохом. Стрельцы убежали, не сопротивляясь, не драться же с монахом, и царю нажаловались. И вот гнев царя по поводу этого инцидента государственного масштаба был выражен длинным-длинным письмом, отрывок из которого я вам зачитаю, чтобы понять сам стиль, что такое Алексей Михайлович в гневе. Начиналось письмо так, кавычки. «От царя Алексея Михайловича и великого князя, врагу Божию и богоненавистцу, и христопродавцу, и разорителю чудотворцева дому, и единомысленнику сатанинному, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею, казначею Микитке». А дальше не буду вам читать. Ну какая страшная судьба ждала пронырливого шпыня Микитку. Стрельцы пришли, одели на него железный ошейник, кандалы на ноги и отвели обратно в его келью, где он какое-то время вот так вот посидел. Железо, конечно, нам кажется страшно, а для монаха-то вериги дело привычное. Посидел, потом отпустили. Ну, собственно, все. Как и его сын, Алексей Михайлович умел выделять, привлекать людей со способностями. Мы, наверное, посвятим отдельный рассказ славным людям XVII века и соратникам Алексея Михайловича. Но я перечислю хотя бы некоторых из них, причем обращаю внимание на даты их рождения, что интересно. Первый из них боярин Морозов, воспитатель царя. Он царя старше, примерно на 30-35 лет. Прожил более 70. Патриарх Никон, 605 года рождения, особенный друг государя. Мы-то знаем его все за раскол, да? Но вообще-то он первый в нашей стране системный и убежденный борец с пьянством. Он развернул масштабнейшую антиалкогольную кампанию, и тоже у него, к сожалению, ничего с этим не получилось. Патриарх Никон 605 года рождения, прожил 76 лет. Ордин Нащекин, из бедных дворян, выдвиженец государя, канцлер, тоже 605 года рождения, 75 лет. Князь Адоевский, тот самый, который помогал царю
делать соборное уложение. Руководил комиссией по подготовке уложения 605-го тоже года рождения. Прожил 84 года. Ну и, наконец, Артамон Матвеев, тоже друг детства и очень влиятельный человек при дворе последнего периода царствования Алексея Михайловича. Он сверстник 625 года рождения, тоже, судя по всему, друг детства. Но тоже человек уникальный и тоже из небогатой семьи, сын дьяка. Семья и дети. Алексей Михайлович был хороший семьянин. Мы ничего не знаем ни о его распутстве, ни о пьянстве. В этом отношении он очень напоминает мне своего дальнего-дальнего потомка Александра III, большого любителя старорусскости и старорусского стиля. Первую жену свою, Марию Милославскую, которую ему подобрал как раз учитель, боярин Морозов, он очень любил, прожил с ней вместе 20 лет, женившись в 18. Любил своих сестер, особенно старшую сестру Ирину. Помните, это та самая Ирина, которую не взял в жены принц датский Вальдемар, дурачок, сидевший долгое время под домашним арестом у нас. Его, кстати, Алексей Михайлович, естественно, взойдя на трон, сразу отпустил обратно в Данию, где он и потерял себя окончательно. А вот Ирину, она с тех пор замуж так и не вышла. Ирину он очень-очень любил и почитал ее всячески, называл ее матушкой в письмах. Была, наверное, она ему в какой-то степени за мать. Из Смоленска, сидя в походном шатре, Алексей Михайлович постоянно посылает письма домой. Часто пишет своею рукою. Пишет жене Марии. О делах не писал. Видимо, ему в голову не приходило, что надо с женщинами делиться какими-то служебными вопросами. Не бабе это дело. Да, женщины никогда не интересовались царскими делами. А так, по-семейному, сентиментален. Вот он получил от жены на Пасху крашеные яйца. И отвечает в письме. Целовал яйца со слезами, зело обрадовался, радостными слезами целую вместо вас самих. Или, например, там же под Смоленском, в походе, он празднует именины своей любимой сестры Ирины. И тоже пишет ей письмо. Мол, отпраздновали именины, и радостно все пировали, а я один грустил, потому что, кавычки, лицом к лицу мы не видимся, но духом всегда нераздельны, николи же. У него родилось в первом браке 13 детей, 3 царевича, 8 царевен. 14 родами супруга умерла. Девочки все были здоровые, смышленые, а вот с мальчиками как-то не везло. Мальчики болели. Известная история, как он выбрал себе потом вторую жену, Наталью Нарышкину. Он пришел в гости к Артамону Матвееву, своему другу, и де-факто главе правительства, домой. Артамон Матвеев, у него был абсолютно западный дом. Как вспоминали иностранные послы, мало чем отличающийся от дворца какого-нибудь венецианского дожа. Картины европейские на стенах, ковры, побелка, обои, европейская мебель. Но самое главное, абсолютно европейские нравы. У Артамона Матвеева женская половина, конечно, на доме была, но абсолютно условно, потому что туда-сюда можно было ходить свободно. И он даже сажал своих женщин за стол вместе с мужчинами, с гостями и, естественно, самим государем. Ну, по традиции, встречает царя. Это я вам рассказываю исторический анекдот. Ну, похоже на правду. Встречает царя воспитанница Артамона Матвеева, его очень дальняя родственница, 18-летняя Наташа, подносит ему чарочку. Царь выпил, посмотрел, поговорил с ней, задал какие-то вопросы. Она разумно и отвечала, не смутившись. Царь вдовец. Он спрашивает: Артамон, друг мой, что девушка не замужем? Это, говорит, бесприданница. Живет у меня из бедности, жить негде, дома нет. Вот воспитываю. Никто брать не хочет. Серьезно, это? И все из-за приданого? Ну, говорит, ты же знаешь наши нравы-то. Абы за кого не хочу, все эти князья, бояре нос воротят, боярские дети. Алексей Михайлович задумался и говорит: ты знаешь, есть у меня на примете один молодец, который ценит женскую красоту, характер и разум более чем приданное. Ну, и сделал предложение после этого. Формальности были все соблюдены. Смотр невест, собрали десяток. Ну, все знали, роли разыграны.
Выбрали, естественно, Наталью Нарышкину. И вот после свадьбы царь как будто обрел вторую жизнь. Он как помолодел, стал чаще носить европейское платье, выглядеть как пободрее. Сел на диету. Сохранились записи английского врача, которому царь доверял, как улучшить здоровье. Вы знаете, я читаю, в общем, все очень разумно. Английский врач советует, чтобы, значит, сбросить вес, надо свинину не есть, хлеба поменьше, предпочтение отдавать птице, можно белой рыбы немного, поменьше алкоголя и побольше физических упражнений. Царь увлекся, как бы сейчас сказали, народной медициной, стал пить разные травяные отвары для здоровья. В общем, как-то приободрился очень. Ну и самое главное, и самое интересное, то, что к концу жизни он стал после второго брака большим сторонником всяких новшеств. Обычно в молодости все революционеры, а к старости консерваторы. А здесь с точностью да наоборот. Если по молодости, под влиянием окружения, царь, например, запретил у себя при дворе скоморохов. Это был такой комеди-клаб. Скоморохи, гусли – это все дьявольское дело. И царь это все при дворе запретил, оставил только сказителей. То в зрелые годы, вы не поверите, но он исполнил и свою давнюю мечту, когда-то подсмотрел это во время военного похода в Литве. Потом ему послы про это много писали зарубежные. Ну и жену потешить. Он устроил первый театр со своим театральным зданием. В лекции про быт царей об этом поподробнее. Во втором браке у него родилось 3 детей. Девочка Наташа. Еще одна девочка умерла, к сожалению, во младенчестве. А первенец – мальчик, которого мы все с вами знаем, Петр. Еще Алексей Михайлович был образцовым фермером, таким агрономом-мичуринцем. В селе Измайлово он завел идеальную ферму. Завел там теплицы, выращивал виноград, арбузы, дыни и даже тутовые деревья и пытался разводить шелковичных червей, то есть делать шелк. Шелком у него не получилось, а все остальное получилось. Процветающее было фермерское хозяйство, 7 водяных мельниц, несколько разных заводиков, ликерных, понятно, 27 прудов каскадами, чтобы мельницы работали водяные под естественным напором воды. Напоминает вам, да, Петергоф? Все было знакомо Петру, когда он это организовывал. Льняной завод там же, стекольный завод, делал красивую стеклянную посуду. Приглашал иноземцев активно, выманивал мастеров по садоводству, заводскому делу. За большие деньги собирал со всей страны. Полюбил и высокое искусство. Поскольку мы с вами находимся в певческой капелле, то не могу не рассказать, что завел большой хор. Там было где-то человек 170-180 лучших голосов. Завозили эти голоса отовсюду. Были даже распоряжения, что вот в Малороссии хорошо поют, там поищите певцов хороших. Платили жалование достойное. Это был самый лучший царский хор. Использовался на всех официальных и полуофициальных мероприятиях. Были им заказаны красивые вишневые кафтаны, любимый цвет царя, золотой нитью шитой, отделкой. Красота неописуемая. Все как в кино. Хор, как бы сейчас сказали, Сретенского монастыря. И обращал внимание на всякие бытовые мелочи. Когда с походом был в Литве, Вильно брал, Минск брал, где-то во дворце местной знати обратил внимание на красивые кожаные обои, золотой и серебряной нитью шитые. Тут же приказал такими же обоями у себя покои во дворце покрыть, потому что лепота современно смотрится. Вот такие мелочи его очень интересовали. Ценил духовую музыку. Я вам уже сказал, что он писал крючками собственные церковные песнопения оригинальные. А также ценил и любил духовую музыку, как Александр III, опять же его дальний потомок. И даже на Поварской улице в Москве было открыто училище. Называлось «Государев съезжий двор трубного учения», где учили играть на духовых инструментах профессиональных музыкантов. Во дворце его звучал орган. Приглашали органистов и иноземных с гастролями, и местные были органисты. Органную музыку он любил, и даже иранскому шаху в знак своей любви, у нас были тесные с Персией торговые отношения, иранскому шаху тоже подарил действующий орган. Алексею Михайловичу готовили первую в нашей стране газету. Вообще первая газета – это «Петербургские ведомости», как мы помним с вами, да? У Алексея Михайловича была своя газета, рукописная, называлась она «Куранты».
Я-то правильно сказать, был обзор иностранной прессы, который иноземный приказ посольский ему составлял. И вот этот обзор он регулярно читал, он даже в нескольких экземплярах распространялся среди руководителей приказов в Боярской думе, чтобы все были в курсе происходящих в мире событий. Через Ригу заказывались иностранные газеты. Посольский приказ делал дайджест, тоже направлял Алексею Михайловичу. Он это читал внимательно. Известный случай, довольно забавный, когда Алексей Михайлович как-то на заседании Боярской думы, то есть правительства по-нашему, начал цитировать какую-то английскую газету, зачитывать статью вслух, что вот, мол, пишут англичане, что казнили они своего короля Карлуса, того самого, а теперь очень об этом жалеют, потому что у них война и неустроение. Вот что, значит, бывает, когда руку поднимают на монарха, не подумав. Бояре, имейте в виду. Всем расскажите. Смерть его была неожиданной. Неполных 47 лет вел умеренный образ жизни, не пил. По молодости занимался спортом, да и потом вел довольно активный, подвижный образ жизни. Хронических болезней у него никаких не было. Повышенное артериальное давление, как бы сейчас сказали. Но он лечился весьма эффективно кровопусканием. Тогда все лечили кровопусканием. Кстати, от давления помогало. Лечился он по науке. Помните, я вам рассказывал про его увлечение астрологией. Кровь пускал по звездам себе, как там, по лунному циклу. Опять же, травы. Но докторам почти не показывался. То есть никакой диспансеризации не проходил. И доктора иноземные жаловались, что даже когда царь заболеет, они не могут лечить его очно. Пересказывают докторам, что с царем происходит. Ну, дадут банку с мочой, и вот там попробуй диагноз установи. Ну, вот он простудился и лечил себя сам. Пил какие-то травки, а там дальше бронхит, воспаление легких. Довольно скоропостижно скончался. В Википедии написано, что от сердца, это неправда. Скончался он от простуды тяжелой. Успел только благословить на царствие своего старшего сына Федора и организовал массовую раздачу милостыни нищим, убогим, отпустил узников из тюрьма, кого-то простил. Ну, так было принято. Царь вообще был милостив. Он часто ходил по тюрьмам сам, беседовал с заключенными, кого-то прощал, за кого-то платил долги. Это было общее дело. Царь оказался у нас в тени Петра I, своего великого сына. Но в то же время, если мы посмотрим практические результаты деяния Алексея Михайловича, его отца, то мы увидим, что за это время территория страны выросла необъятно, в разы. Население увеличилось очень сильно. Мы прошли через тяжелые войны и выстояли. Были приняты законы, уставы, соборное уложение, налажена система госуправления. Появился тот самый знаменитый русский стиль, который отличает Россию архитектурно, культурно от любых других стран. Собор Спаса на Крови здесь, или исторический музей в Москве, музей Ленина, или особняк французского посла на Якиманке в Москве. Вот образцы русского стиля. Примерно так строили при Алексее Михайловиче. Потом это попытается воспроизвести его последователь Александр III. Есть критики. Критики считают, что раскол перечеркивает все его достижения. Это сложная история, я специально про раскол не говорил. Есть критики, которые осуждают внешнюю политику Алексея Михайловича. С ужасом я перечитал Акунина и нашел там такую цитату по поводу Богдана Хмельницкого и польской войны и объединения с Украиной. Кстати, написано не сейчас, а давно, кавычки. «Выгоднее было бы иметь независимую буферную страну Украину вместо малороссийской провинции». Кому выгоднее, как выгоднее? Неужели это пишет историк? Знаете, если у вас нету тети, то вам ее не потерять, называется. Выгоднее не иметь брата, с ним не поссоришься. Выгоднее не иметь родственников, лучше иметь соседей, правильно? Буферную страну. А лучший сосед, как говорит эстонская пословица, это что? Лучший сосед – высокий забор. Поэтому это не объективно, это нечестно. При Алексее Михайловиче много чего началось хорошего. Книгопечатание, например, самое активное. Сотни книг печатал государев печатный двор. Я вам рассказывал про соборное уложение на прошлой лекции за рубль, но вместе с ним был напечатан первый букварь массовый, который стоил 1 копейку. И первый тираж букваря, 2400 экземпляров, был продан за один день в Москве.
Вот так. Поэтому время Алексея Михайловича – это время, считается, переходное. Кончилась Московская Русь, началась Россия нового времени. Петр не сразу пришел ведь. Сначала был Федор. Федор обладал всеми талантами от отца, кроме одного – здоровья не было. Он процарствовал недолго и в памяти нашей почти не остался. Даже на похороны царя его принесли наследника на стуле, специальные носилки, идти не мог. Поэтому мы называем, в общем-то, последним из москвичей, из московских царей именно Алексея Михайловича. Потому что Петр, хотя и родился в Москве, но город столичного статуса лишил. Я не буду сейчас ударяться в детали, про все дальнейшее есть подробный цикл лекций «Петровские времена», но одну историю про Петра, заключительную, все-таки вам расскажу. Как-то Петр сидел со своими соратниками, и они его нахваливали. Великий, богоподобный, да никогда раньше в истории. Петр Алексеевич был человек не глупый, как мы понимаем с вами. Ему это надоело, словословие. И он довольно резко спросил князя Долгорукова Якова, известного своей прямолинейностью, любитель так резать правду матку: «Князь, а что все тут? Я великий, великий. Вот ты отца моего хорошо знал. Кто более великий, я или отец?» Князь крякнул и сказал: «Отец твой более, чем ты сделал. Но когда и ты прилежать будешь, может быть, и превзойдешь». Многие называют Алексея Михайловича самым добрым из русских царей. Наш великий историк Ключевский так и писал: «Славная русская душа, лучший человек древней Руси». И этому есть очень много подтверждений. Самое, на мой взгляд, необычное и самое редкое в том, что, находясь в таком положении, при всем при этом Алексей Михайлович, как ни удивительно, пытался, что называется, войти в положение, понять своих подчиненных, подданных. Это было очень редкое чувство эмпатии. Два приведу примера. Его ближайший соратник князь Адоевский потерял сына. Сын умер. Царь написал ему пространное письмо. Советовал искать утешение в вере, проявлял удивительную деликатность. Писал, что обещает и самому князю, и семье его, и сынам, и внучатам постоянную личную царскую опеку и заботу. Князь должен был рыдать, читая такое письмо. А с другим соратником царя, Ордяным Нащекиным, вообще произошла страшная история. Канцлер, а у него сын, известный западник, взял и сбежал за границу. Сначала в Польшу, к врагам воюющим, потом во Францию. Но представляете, что в этом случае должно произойти? Сын изменник родины. Алексей Михайлович пишет письмо Ордену Нащекину. Он не только не укоряет его, не только не грозит ничем, он утешает. Мол, горе какое семье, понимаю, как тебе, друг мой, тяжело. А в конце следующее, кавычки, что пойми же, яко же и птица летает сема и овама, и полетов довольно, так и ко гнезду своему после прилетает, так и сын твой полетает по Европе, посмотрит и возвратится. Не переживай. Самое интересное, что через несколько лет Европа надоела этому юному релаканту, и он вернулся в Москву, и его простили. Ничего ему не было. Вот такой был человек. Но более всего, на мой взгляд, его характеризует последнее. Это из воспоминаний посла Мейсберга. Он пишет: «А что особенно странно, то, что при абсолютной власти над своими подданными, при привычке многовековой подданных все терпеть и все принять, царь Алексей никогда не покушался ни на чье состояние, ни на чью жизнь, ни на чью честь». Вот такой был человек. Алексей Михайлович добрейший. Спасибо вам за любовь к русской истории.